Добрый день, уважаемые пчеловоды, гости моего канала, мои подписчики. Это с вами Пасека Лаврова, Витебская область. Сегодня 12 мая. Вот настал тот день, как я вам рассказывал в прошлом видео, чтобы было тепло, чтобы пчелы были на взятке, чтобы носили мед. И 3 условия я вам говорил. 3 условия нужно, чтобы начинать делать отводки. Во всяком случае, мы так и делаем. Соблюдая 3 условия, прежде чем начинать делать отводки. Отводки мы делаем на всех семьях, на нашей большой пасеке. Значит, какие это условия, давайте вспомним. Во-первых, семьи должны быть сильные, рамок расплодных не менее 8 рам, а у нас их больше. Очень сильные, хорошие семьи. Второе условие, чтобы был взяток, чтобы пчелы могли принести меда, накопили запасы углеводных кормов. Почему? Потому что мы в отводок переносим 2 рамки медовых, с медом переносим. Тогда отводок развивается хорошо. Он же там 2 недели летать пчелы не будут, пока выйдут, пока облетятся пчелки. Им время надо, поэтому нужен углеводный корм в отводке. И мы переносим туда 2 расплодные рамки. Пчелы должны быть на выходе. Стараемся, во всяком случае, так вот подобрать такие рамки. Значит, сегодня мы вам покажем всю эту работу, как мы проводим эту работу, как мы делаем отводок. Это будет вам полезно. Если вам понравится это видео, не забывайте, не жалейте, ставьте лайк. Распространяйте мои видео, чтобы побольше пчеловодов видели, как я работаю. Кто не подписался, подписывайтесь. Все лето впереди буду рассказывать, показывать о своей технологии работы. Ну что, поехали. Значит, что для этого я делаю, прежде чем начинать перебирать рамки, смотреть матку, искать и так далее. Значит, что я должен подготовить? У меня подготовлен корпус. Для корпуса, значит, ограничительные доски. Подготовил с водичкой рамку, сушь, чтобы перенести. 5-я рамка будет в отводке, вы это увидите. Также подготовил сушь, которую буду ставить в основную семью, потому что я же там рамки забирать буду, медовые, расплодные. И туда я буду доставлять уже сушь с краю. Вы это тоже увидите. Также у меня, вот, вожу ящик переносный, там у меня сушь стоит. Это если я перевожу, значит, к другим семьям. Ну, перевозной, вазок такой перевозной, чтобы мне легко было. Ну, то есть все я подготовил для выполнения отводка. Да, и не забыть бы сказать, что литок нужно обязательно прикрыть. Я прикрываю полностью литок, оставляю только там на проход 2 пчелы. Ну, и досточку подставную. Утеплительная у меня доска еще дополнительная. То есть отводок утепляю очень основательно, очень хорошо. И смотрю прогноз погоды. Ну, нас радует, что там на 5 дней погода хорошая, это хорошо. Отводок будет согреваться. Вот. Ну, сейчас увидите, как я буду делать всю эту работу. Значит, что мы делаем? Прикрываем сразу, открываем на основную семью, чтобы не пугать маточку. И прикрываем холстиком. И начинаем открывать улочку. Вот почему у меня и планочки. Удобно мне. Видите, улочки открыл планочками. Пчелки не волнуются. Открываю. Все это делаем тихо. Не шумим особо. Потому что матка от стука, от громкого говора будет переходить на другие рамки. То есть мы ее будем догонять. Значит, первую рамку. Она, видите, тяжелая, с медом. Очень тяжело. А здесь мед, перга. Ну, вся рамка такая тяжелая. Правда, еще не успели они закрыть мед крышечками. Потому что, ну, буквально 3 дня, как они носят этот мед, они уже наносили. Ну, мы быстренько смотрим эту рамку. Так,
Тут матки в основном нет. Значит, эту медовую рамку мы сразу переносим в отводок. Там обычно матки нет. Можно ее не смотреть, сразу переносить. Если там матка есть, она будет в отводке. Вторая рамка. Вторая рамка обычно, я говорил, у меня где-то 10 рамок уже с расплодом. Смотрим. Вторую рамку уже смотрим. Она с расплодом. Расплод открытый, закрытый. Тоже быстренько-то смотрим. Так как у нас тут места мало, мы ставим эту рамку во вторую половину корпуса, где отводок. Временно это все делаем. Ставим. Мы не прикрываем. Пчелы пускай вылетают. Летные пчелы пускай вылетают. А если молоденькая, она останется. Так, вторая рамка. Смотрим одновременно, чтобы расплод был на выходе. Так, и маточку ищем. Ищем вот так, визуально ищем маточку. Значит, пока места нету, мы ее поставим рамку. Расплод здесь закрытый, но не на выходе. Видно, еще недавно закрыты эти ячейки. А вот это уже рамка на выходе пчелы. Сейчас я вам покажу, почему на выходе. Так, смотрим матку. Она на таких рамках маловероятно, что бывает. Но все равно. Сейчас я вам покажу, почему на выходе. Помоги. Значит, смотрите. Держи, держи, держи. Смотрите. Вот, видите, пчелки выходят. Вот место, где уже выходят пчелки. Вот на это надо ориентироваться. И вот пчелка выходит. Вот выходит пчелка. Вот уже вышли. Вот здесь. С этой стороны то же самое. Это кто не знает, как это на выходе пчелы. Вот пчелка выходит. Вот, посмотрите, вот. Ну-ка, отойди-ка, пчела. Вот выходит. Вот выходит пчелка. Вот выходит, вот выходит. То есть вот это место, где начинают выходить пчелки и с той стороны, и с этой. То есть матка в первую очередь здесь клала яйца. Значит, такая рамка, естественно, она хорошая, переходит сюда в отводок. Я же вам говорил, что 2 рамки на выходе пчелы должны быть. Так, вот мы ее планочкой закрыли. Видите, удобно. Можно не закрывать. Так, сюда я ставлю сушь. Сюда я ставлю с краю сушь. Эту крайнюю. Так, дальше. Смотрим дальше. Нам надо матку найти. Вот эта рамка пчелы на выходе, но они уже вышли. Большая часть вышла. Большая часть вышла. Здесь матки нет, мы ее ставим. Следующую рамку. Ищем матку. Не забываем, здесь у нас открытый и закрытый, открытый расплод. Мы думаем о том, чтобы стряхнуть еще с 2 рамок. Нужно нам стряхнуть пчел с открытого расплода. Поэтому здесь открытый расплод. Мы ее ставим сюда. Эту рамку, которую мы временно переносили с закрытым расплодом, видите, желтенький закрытый расплод, мы ее назад сюда ставим, чтобы она там не мешала. Так, ищем матку. Громко разговариваем, шумим, пчелы уже волнуются. Нам еще одну рамку
С закрытым расплодом нужно найти. Матку нужно найти. Так, эта рамка с расплодом закрыта. Здесь пчелки выходят. Мы ее на всякий случай поставим сюда. Если не найдем лучшие рамки, мы поставим ее. Так, смотрим. Здесь тоже рамка пчелы на выходе. Правда, здесь есть и закрытие. Ну, там подходящая рамка, та, которую мы отставили. Она пойдет. Так, не забываем. Ищем матку. Нам надо найти матку. Здесь расплод у нас открытый. Можно стряхивать с этой рамки пчелу. Так, вот нашли матку. Держи. Так, ну вот. Вот бегает матка. Вот мы ее нашли. Она бегает по расплодной рамке. Ну, маточка, как видите. Ну, маточка как маточка. Все достоинства у нее есть. И семья неплохая. Хорошо развилась. Вот она кверх пошла. Вот она. Так. Я держу. Ты держи ее. Значит, что мне нужно? Мне нужно переставить ту рамку, которую я оставил ее. Вот две рамки расплодные. Так, теперь что нам нужно сделать? Нам нужно медовую рамку еще поставить. А медовая рамка, как вы знаете, еще с краю есть. Предпоследняя рамка с расплодом. Значит, как видите, 10 рамок с расплодом. А это вот мед. Это медовая рамка. Две рамки медовые. Так, с медом. Сушь с водой. Все закрываю планками. Так, теперь нужно маточку перекинуть вот я ее аккуратненько взял и пустил в булочку. Все, она там. Все просто. Теперь снимаем эту доску, вынимаем. Две рамки с открытым расплодом я сюда стряхиваю и переношу в основную семью. Эту стряхиваю. Так, эту закрываю.
Я выполняю эту работу. С основной семьей нужно доставить сюда рамки, сушь. Вот. А моя жена работает с отводком. Нужно перегнать пчел. Те пчелы, которые летные, они взлетают, она подымливает, взлетают. А вот молодая пчела должна остаться здесь. Она не летная, она переползет туда. Летные пчелы потом перелетят. Сегодня день хороший, завтра они сюда перелетят. А вот останутся молодые пчелы здесь. И расплод на выходе. И семья будет жизнеспособна. Она себя обогреет, потому что расплод на выходе, он сам себя уже обогревает. Он уже не пропадет. Да еще молодые пчелы. Вот в чем суть подбора этих рамок. Мне замечание сделали в комментариях, что ну вот нужно ставить сюда сушь. Значит, замечание мне сделали, что в плохую погоду лучше делать отводок в плохую погоду. Семья и отводок более становятся сильными в таком случае, быстро развиваются и так далее, и так далее. Я вам скажу, это осуждение неправильное. Это так не должно быть. Нужно все-таки соблюдать те условия, которые я говорил. Тогда будет отводок развиваться хорошо. В плохую погоду что хорошего? Почему в плохую погоду лучше делать отводок? В плохую погоду пчелы в основной семье нелетные, они сидят, мешают. Трудно найти матку. В плохую погоду переносятся туда пчелы и не знаешь, сколько стряхнут туда пчел. Стряхиваешь с 2 рамок, они там остаются. А если погода затягивается плохая, на 2, на 3, на неделю, на 2, и что эти летные пчелы не будут перелетать туда, будут сидеть там. А потом маточка начнет класть яйца, там будет уже открытый расплод. Они потом при хорошей погоде перелетят. И все, и расплод, и семья заболела, расплод погиб. Вот в чем дело. Так, ну мы давайте вернемся к своим семьям. Все закрываем. Эту семью мы литок не прикрываем. Литок остается на всю ширину. Здесь, в этой семье, пчелы выводят свящевую матку. Погода хорошая, идет взяток. Значит, при таких условиях будут хорошие маточники. И мы потом, я вам покажу, как я выбираю маточники. Оставляем 1 маточник в основной семье. А здесь старая матка, взятая из основной семьи. И отводок с этой маткой хорошо развивается. И дальше потом, когда у нас будет главный взяток, мы соединим по моей технологии отводок с основной семьей. Я тоже это вам покажу. И такая семья соберет мне много меда. И будет настолько много меда, что я могу вести рентабельно свою пасеку, и снизить цену на мед, ну и так далее. Вот я вам сегодня показал, как я делаю отводок. Если кому понравилось, еще раз повторяю, ставьте лайк, подписывайтесь, посмотрите, вы увидите видео, которое я покажу. Пока, до свидания, до скорой встречи.